Теперь мы должны убрать все неточности. Как вы можете видеть, при обработке барельефа на его поверхность вышли саморезы, которые необходимо закрыть. Для этого разводим небольшое количество шпаклевки Унифлот и наносим ее достаточный слой на то место, где саморез вышел наружу. Оставляем просушиваться эти места до полного высыхания. Затем их необходимо отшлифовать и еще раз пропитать. На следующем этапе нам понадобится готовая финишная шпаклевка Sheetrock Super Finish. Открываем банку и перекладываем ее в отдельную емкость. Затем берем силиконовый шпатель, который я сделала из кондитерской лопатки, и начинаем наносить шитрок по всей поверхности барельефа. Главное в этот момент закрыть шпаклевкой все неточности. Выравнивать ее слой сильно не стоит. Мы это сделаем при шлифовке. Далее мочим руку в воде и приглаживаем шпаклевку. Просушиваем этот слой шпаклевки не менее суток. Далее мы сделаем небольшой инструмент. Для этого берем шкурку среднего размера, в моем случае марки 4H. Отрезаем ее полоску. Берем небольшой кусочек фанеры, в моем случае толщиной 10 мм. И оборачиваем брусок шкуркой. Далее закрепляем ее с помощью мебельного степлера. Следующим шагом берем этот инструмент и шлифуем всю поверхность барельефа. В этот момент мы должны точно вывести края каждого лепестка и выровнять его поверхность. На следующем этапе берем очень мелкую наждачную бумагу маркировки от 1000 до 2000 и окончательно шлифуем лепестки розы. Далее необходимо слой шпаклевки пропитать. Лучше для этого использовать флейц. В моем случае фирмы Рублев или мягкую синтетическую кисть или краскопульт. Так как шпаклевка Sheetrock очень тонкая и легко смывается жидкостью, пропитку на нее лучше наносить, едва касаясь, мягкой кистью или краскопультом. Я наносила краскопультом. И даже в этом случае необходимо следить за тем, чтобы пропитка не потекла, иначе неизбежно останутся следы от подтеков. Пропитку просушиваем не менее 1 часа.